Евангелист Иоанн, описывая последний день жизни Христа перед распятием, очень подробно показывает, как иудеи привели Христа к Пилату, чтобы вот руками римлянам рассчитаться и убрать его с дороги, привести его к смерти. Итак, Христос перед Пилатом, Пилат, зная, что иудеи уже его судили своим судом, но перепроверяет в действительности их требования таковы, что по римскому суду Христос достоин смерти. И просто очень быстро он убедился, что то, с чем привели его как бунтаря, как мятежника, который угрожает государственному устройству Римской империи, это фикция. И вот Евангелие от Иоанна, 18 глава, стих 38, второе предложение. «И сказав это, опять вышел к иудеям и сказал им: я никакой вины не нахожу в нем». После небольшого общения со Христом Пилат выходит, вы знаете, что они внаружи, они боятся оскверниться, они там ждут решения, и Пилат говорит: я убежден, вообще человек ни в чем не виновен. Стих 39. «Если же есть же у вас обычай», и у вас, а он его, этот обычай поддерживал, «чтобы я одного отпускал вам на Пасху, одного из приговоренных, одного из узников, хотите ли отпущу вам царя иудейского?» Тогда опять закричали все, говоря: не его, но Варавву. Варава же был разбойником. Так и если Пилат быстро удостоверился, что Христос не виноват, никакой вины в нем не нахожу, то есть он абсолютно не виновен перед римскими законами, он ни в чем их не нарушил. Если так, то ему, как судье, нужно было сказать: дело рассмотрено, человек не виновен, отпускаем. Но Пилат был не только судьей, и даже не столько судьей, он был политиком, он был губернатором. И еще раз, и он начинает действовать уже как политик, желая, чтобы его популярность, его рейтинг не упал. И он предлагает, говорит: хорошо, давайте, вы привели его ко мне с приговором обвиняющим. Давайте этот приговор оставим в силе, но сделаем возможность помилования, которое всегда я делаю в канун Пасхи. Был такой обычай, что он подписывал помилование, но не тому, кого он сам выбрал, а кого выберет народ из узников. Давайте воспользуемся этим. Хорошо, он виноватый, хотя он сказал перед этим, что никакой вины. Допустим, он виноватый, потому что помилование нужно виноватому. Невиноватому не нужно помилование. Невиноватому в суд решает, что невиновный, автоматически освобождается, снимается вся вина. А виноватый может быть помилован. То есть он виноватый, давайте кого-то из них простим. И Пилат действует как политик, и он предвидит, как ему кажется, очевидный исход такого варианта. Он понимал, и знал, что Христос имеет большую популярность. Скорее всего, он знал, как несколько дней тому назад Иисус въезжал публично в Иерусалим, и как толпы его овациями встречали. И он подумал, что это очевидным кажется, человек такой популярный, никакого зла не сделал. Если поставить его и явного разбойника, который, Лука пишет, что даже был виновен в убийстве, если поставить такой вариант, то очевидно, кого выберут, как ему казалось. Но не так, как ему казалось, произошло, потому что, опять-таки, народ не был свободен в своем выборе, который там стоял, собрался. Народом дирижировали те, кто его туда привел, их лидеры, их священники настроили этот хор кричать: распни Христа.
а Вараву отпусти. А Вараву отпусти. Глава 19. Тогда Пилат взял Иисуса и велел бить его. Бить – это бичевать. Он дает воинам указания: давайте этого бичуйте. Это было очень страшное наказание само по себе, когда просто той римской плетью, которая на концах имела острые или косточки, или кусочки металла, просто располосывали человека до мяса, до костей. Второй стих. «И воины, сплетшие венец», так вот поиздевавшись, когда он был весь в ранах, «и воины, сплетшие венец из терна, возложили ему на голову и одели его в багряницу, и говорили: радуйся, царь иудейский, и били его полонитом». И воины, исполнив указания по бичеванию, добавили еще свои инициативы. Они на этого израненного Христа одевают как будто бы на коронацию, да, вот мы коронуем тебя царем, вместо короны это из колючек венец, и к тому же еще унижают, смеются, дают пощечины. Стих 4. Пилат опять вышел и сказал им: вот я вывожу его к вам, чтобы вы знали, что я не нахожу в нем никакой вины. Тогда вышел Иисус в терновом венце и в багрянице, и сказал им Пилат: «Се человек». Скорее всего, Пилат отдает Христа этой такой вот очень тяжелой казни, и, наверное, думая, что давай его так вот, его искалечат, и я выведу его, такого уже израненного. И люди, может быть, подумают: уже хватит, ему досталось, давай простим его. Сыграет какая-то жалость. Он выводит Христа такого уже уничиженного, избитого, израненного. Говорит: это человек. Стих 6. Когда же увидев его первосвященники и служители, то закричали: распни его, распни его. Пилат говорит им: возьмите его вы и распните, ибо я не нахожу в нем вины. Опять повторяется, что я в нем не нахожу никакой вины. Но если ты судья, не находишь в нем никакой вины, почему ты даешь его без вины, невиновного человека, на такое вот издевательство? На такие казни? Почему? И ему то, что он думал, снова не прошло. Снова, возможно, у кого-то появилась какая-то жалость в народе, но духовенство снова очень резко взяло инициативу на себя, начали кричать с такой жестокостью: распни его, распни его. И народ снова поддержал. И Пилат понимает, что просто его руками хотят сделать грязную работу, убрать, каким он понимал, конкурента, который мешал, который забирал у них популярность, уводил у них народ. И он не хочет быть просто этим вот палачом, которого так вот просто используют в своих грязных делах. Он упирается, говорит: я не буду его распинать. Как невиновного распинать? Хотите, пожалуйста, распинайте вы, я не буду это делать. Стих 7. Иудеи отвечали ему: мы имеем закон, и по закону нашему он должен умереть, потому что сделал себя Сыном Божьим. Пилат, услышав это слово, больше убоялся. И опять вошел в приторию и сказал Иисусу: откуда ты? Но Иисус не дал ему ответ. Наконец-то идеи проговорились и признаются. Стих 7 написано, что когда Пилат говорит, что нет никакой вины, что же вы мне привели? Вы сделали его якобы мятежником, бунтарем, но никакой вины нет. То есть это подстава. Тогда иудеи проговариваются, говорят: что, а по нашему закону, да, это по вашему закону он не виновен, а по нашему закону он вот в чем виновен. И, собственно, когда собирался Синедрион
ночью, чтобы принять решение его распять. Именно это было обвинение, что не признали в нем божественность, не признали, что он Сын Божий, а значит он обманщик, значит он богохульник. Вот они проговорились, вот по нашему закону, но это никак не было никаким нарушением никакого римского закона, никакого государственного закона. Говорит, поэтому он виноват, хоть не по римскому закону, а по нашему, распни его и все, и молчи, как бы не возмущайся. И реакция Пилата, 8 стих, а он еще больше боялся, когда он услышал, что его обвиняют в том, что он Сын Божий. Он еще больше убоялся. Слово «больше убоялся» говорит о том, что он до этого уже был в страхе. Матфей пишет, что вскоре после начала разбирательств жена Пилата прислала ему сообщение, что не делай зла этому праведнику, потому что этой ночью у меня был сон, и я в сне очень сильно за это пострадала. И Пилат был напуган. А тут еще всплывает, что евреи, кажется, обвиняют его не в том, что они озвучили Пилату. Знаете, Пилат был язычником, римляне знали много историй, кто-то из них в это верил, кто-то не верил, много историй о том, что вот о каких-то богах, которые приходили с небес, или о посланниках богов, которые приходили с небес какой-то миссией или посланничеством, или как бы проверкой. И если их плохо принимали, вот эти боги или эти посланники их наказывали. Он знал эти истории. И вот он слышит, что что-то похожее говорят об этом человеке. И он еще больше испугался. А тем более, когда он говорил с Христом в самом начале допроса, Иисус сказал ему, что мое царство не от этого мира. Он, стоп, и я такой говорил, что он не от этого мира. Может быть, он в действительности пошел как посланник небес или богов с того мира, я его сужу. Он испугался, приходит к Христу, откуда ты? Откуда ты? В страхе. А Христос не отвечает. А Христос молчит. Он молчит, потому что вопрос «откуда ты?» не имеет никакого отношения к тому делу, которое Пилат разбирает. Какая разница, откуда Христос, если он не нарушил ни в чем римских законов? Зачем еще нужно в чем-то разбираться? Зачем нужно допрашивать? Иисус не отвечает. Он не отвечает, потому что, когда Иисус сказал ему о том, что он пришел говорить об истине, Пилат махнул, зачем эта истина, кому она нужна? И покинул Христа. Человек, которому неинтересна истина, что с ним говорить на тему истины? Стих 10, Пилат говорит ему, «Мне ли не отвечаешь? Не знаешь ли, что я имею власть распять тебя, и власть имею отпустить тебя?» Иисус отвечал, «Ты не имел бы над мной власти, никакой власти, если бы не дано было тебе свыше, посему более греха на том, кто предал меня тебе». Пилат как бы его самолюбие задевает, тут от него требует, чтобы его распять, священство, узник не хочет с ним говорить, отвечать, и он как бы разгневанный чиновник, немалый чиновник, губернатор в своем самолюбии, что ты мне не отвечаешь, ты знаешь, что вот кто здесь главный, кто здесь все решает. Господь отвечает, что да, тебе дана власть, но просто дана власть. Это допущено свыше, Богом. И ты, правильно, ты имеешь эту власть, но не потому, что это твоя заслуга. Так Бог допустил, чтобы ты оказался, к сожалению, палачом. Наверное, вот Бог допустил такого человека в это время быть губернатором или прокуратором, потому что ввиду своих не совсем достойных качеств характера он исполнит эту грязную работу. Ввиду своей вот такой беспринципности, пораженной совести, он все-таки окажется этим палачом, который в конце концов убьет невинного. Иисус говорит, да, тебе дана власть, но даже в этой истории
ты виноват, но есть вина еще больше у тех, кто меня к тебе привел, к этим священникам, которые намного больше понимали, и они были инициаторами. То есть Пилат хотел избавиться от него, отпустить его, понимая его невиновность, а те напирали и требовали. И вот после этого, снова с 12 с этого времени Пилат искал отпустить его. Вот после такого разговора он снова выходит и снова с решением: все, теперь отпускай его, все, ищу предлога, и дело закрыто. Он выходит с таким вот решением, а вот что получается. А как его встречают? А иудеи же кричали, наверное, видя, что он осмелел и хотел что-то сделать не так, они быстро дернули за веревочку, как бы, или за поводок. Иудеи же кричали: если отпустишь его, ты не друг кесарю, а всякий, делающий себя царем, противник кесарю. Пилат, услышав сие слово, вывел вон Иисуса и сел на судилище. Когда евреи поняли, что дело может развалиться, они пришли или начали использовать прямой наглый шантаж. Император, в то время Тиберий, тоже был таким вот человеком беспринципным и жестоким, но он требовал от своих прокураторов, проконсулов, требовал, чтобы они, которые правили вот этой частями Римской империи, чтобы они всегда ладили с местными элитами, ну, с местными, там, местной властью, чтобы как бы Рим поддерживал такой вот более-менее такой миропорядок. А Пилат уже был известен к тому времени, что он не раз попал в какие-то скандальные истории, ввязывался, не понимая ни обычаев евреев, как бы вел себя очень жестоко. И тебе говорят: слушай, ты знаешь, что мы сейчас снова напишем кляузу, и ты потеряешь свою должность, и непонятно, что с тобой будет. Если ты такое дело как бы государственной важности зарубишь, мы пишем сразу же донос. И он вышел, чтобы его отпустить. Тут ему дернули, и он, написано, и он садится на седалище. Это означает, что он готов уже публично озвучить тот приговор, который они требуют. И он очень быстро как бы сдулся в своей ревности поступить честно. Когда нужно было за честность как-то заплатить или пострадать, он забыл о всей честности и справедливости, и о всех принципах. И чтобы сберечь свою должность, он отправляет, как он не раз заявлял, никакой вины абсолютно невиновного человека на ужасную казнь. Стих 15. Но они закричали: возьми, значит, он сидит за этим столом, чтобы подписывать: возьми, распни его. Пилат говорит им: царя ли вашего распну? Первосвященники отвечали: нет у нас царя, кроме кесаря. Но Пилат явно сел уже подписывать приговор, но он как бы желает показать, что типа он здесь главный, что где-то даже в отместку им хочет как-то и их унизить. Кого распять? Вашего царя? Посмотрите, какие вы все негодные, если ваш царь такой вот изуродованный стоит. Распять вашего царя, как бы, провоцируя их все-таки еще раз публично заявить о своей такой вот абсолютной преданности римскому кесарю. Тогда, когда вообще евреи были народом, который противился и не публично, не выказывал какое-то почитание римскому кесарю. И кесарь, зная почему, даже не очень требовал. Потому что они были очень набожными, говорили, что у нас только один царь, Бог царь. А вы, язычники, они хотя им подчинялись, но
Когда нужны были какие-то почести, они это отказывались делать. А здесь они ради того, чтобы Христос был распятый, публично кричат: священники, у нас нет никакого царя, кроме кесаря, поэтому этого распни. Тем самым показывают, что вот, они отвергают доброго, милосердного, спасающего царя и подставляют как бы свои шеи под тирана, под жестокого изверга, под язычника, под кесаря. Стих 16, сегодня заключительный. Тогда, наконец, он предал его им на распятие. Тогда, в конце концов, он сделал то, что он понимал, было очень гнусно. Это история участи Пилата показывает, не знаю, наверное, единственное в истории дело, судебное дело, когда судья не раз выходит, провозглашает: человек невиновен, человек ни в чем не виновен, и в конце концов этот же судья, который своими устами говорит, что невиновен, отправляет, по его же словам, невиновного человека на самую такую вот еще жестокую казнь, унизительную казнь, которую придумали люди. Тем самым, как бы еще раз подтверждая, что казнен невиновный. И это не, то есть Христос умер не потому, что какие-то бандиты были, там его враги, нехорошие люди где-то его подрезали или убили, какая-то банда. Нет, это было сделано официальной властью, официальным судом, подчеркивая его невиновность и отправляя на такую вот жестокость и смерть. Потому что Бог решил принять чужое наказание. Христос понес не свое наказание, он не виновен. Это сказал язычник, это подтверждал суд, он не виновен. Но он так страдал, чтобы мы имели право не быть заслуженно наказаны по-настоящему справедливым Божьим судом. Но Пилату в этой истории, еще раз, ввиду его же испорченности, попала очень неблагородная миссия, которую он сам добровольно исполнил, под нажимом, но он дал себя нажать и дал себя использовать. Наверное, думая о том, что так ему будет лучше, пойти на компромисс, убить невиновного, но так для него будет лучше. Должность сохранится и так дальше. Но такое вот счастье, построенное на отвержении Бога, на противлении Богу, на неправедности, это не настоящее счастье. И оно очень быстро испаряется. Прошло не так много лет, и Пилат снова где-то привел себя жестоко с евреями, и те пожаловались, и он таки потерял свою должность. Но не это самое страшное, что он мог потерять. Самое страшное было потерять душу, отвернуться от спасения, от истины, которая стояла возле него, которую он осудил. И даже как-то по иронии судьбы, Анатолий Иванович говорит, что судьбы нет, это все, это Бог, да, вот, как будто бы Бог насмеялся над ним. Вот, насмешка в том, что он оказался, кем он был, что такое Римская империя, какие там были императоры. Это просто один из чиновников при одном из императоров. Но так Бог повел в историю, что этот небольшой чиновник, скажем так, губернатор Винницкой области. Кто его будет помнить через 50 лет, кто был губернатором Винницкой области в 2020-2022
25. Кто будет помнить? Тут президента могут не помнить, скорее всего, через 5 лет, какие будут. А этого какого-то чиновничка имя стало самым известным, даже известнее, чем императоров. Потому что символ веры, которые многие цитируют и знают наизусть, и даже есть псалмы поются, там, верую в единого Господа Иисуса Христа, Сына Божьего, распятого за нас при Понтии Пилате. Распятого за нас. И он был человеком, который исполнил эту мерзкую работу. Потому что не захотел пойти за истиной. Собственно, вот попытка Пилата уйти, как-то выкрутиться, говорит о том, что вообще невозможно человеку выкрутиться от этого решения. Ему нужно решать лично, он или с Господом, или против. Он или подчиняет ему свою жизнь, или он отвергает его. То есть, невозможно. Он все равно жизнь ему ставит, что нужно делать выбор. И отвергнуть Христа – это не просто худшее решение, это трагическое решение. Подумать, что он судил того, перед кем однажды все будут стоять судимы. И Пилат воскреснет, чтобы узнать, что он судил Бога. И узнать, что отвергнул Бога, он будет Богом отвергнут навсегда. Пусть Господь нас благословит ценить то, что сделал за нас Христос, понесший наши наказания, а также быть людьми, которые пройдем здесь жизненный путь твердо за Ним, отвергая себя, но не Его, отвергая свои грехи, но не праведность, которую Он предлагает. Быть людьми истины, чтобы быть в Его истинных небесах. Аминь. Помолимся.